coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Слава содружеству, товарищи! С вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру For the People для людей за нового молодого горкома и пытаемся усидеть на двух стульях и народу угодить и партию не разочаровать. Ну, буду надеяться, я эту игру не завалю и не получу плохую концовку, где нас свергают. Ну и в прошлой серии к нам пришло прошение о митинге. Я долгое время думал, соглашаться или отказываться. И честно, я уже знаю решение. Свой выбор я уже обозначил. Рекомендую перед тем, как смотреть это видео, посмотрите предыдущее. Предыдущее посмотрите. Сейчас подсказочка с видео вылезет. Туда и переходите. Ну или весь плейлист гляньте. Ну а те, кто все уже видел, добро пожаловать. И мы погнали. Теперь по поводу этого митинга. Я хочу его разрешить. Почему? Потому что если там все пойдет через одно место, то мы можем легко использовать подушку безопасности. Это Джон Честер и его полиция. Если там все будет плохо, мы ей воспользуемся, и он быстренько разгонит митингующих. А если все будет нормально, мы потом проведем обыски. Обыски у профсоюза и узнаем, все у них нормально или нет. Если нет, то мы быстренько их прижмем к ногтю. А если нормально, то я буду им помогать. Вот так вот. Из-за этого давайте разрешите проведение митингов. Ну, еще вдобавок, потому что у нас социалистическое государство, и у нас не запрещены митинги. Мы имеем право митинговать. Рабочие-то имеют на это право. Потому что мы работаем во благо рабочих. И вообще всего народа. Разрешение я дал. Кто мне еще будет звонить? Оператор, здравствуйте, отдел внутренней безопасности города Железного 1. Здравствуйте, это Фрэнсис Ривер, глава городского городского комитета. Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Честером. Минуточку, соединяю. Полковник Честер на связи. Добрый вечер, товарищ полковник. Здравствуйте, товарищ Ривер. Чем обязан? Я хотел бы поговорить с вами о предстоящем митинге рабочих. Да, эти настоящие инсургенты. Слушаю вас. Да, эти самые. Хотел сказать, что как глава горкома я намерен дать разрешение на проведение демонстрации. Это опрометчивое решение, товарищ Ривер. Я настойчиво рекомендую этого не делать. Мы должны дать им выпустить пар, чтобы обстановка в городе смогла разрядиться. От милиции потребуется следить за порядком и не допускать провокаций. Проще было бы посадить лидеров, вам так не кажется? Доверьтесь мне, товарищ полковник, я смогу все уладить. Вы ведь помните, о чем мы с вами договорились? Сотрудничество – дело обоюдное. Товарищ полковник? Хорошо, товарищ Ривер. Я сделаю, как вы просите. Надеюсь, мы оба об этом не пожалеем. Благодарю вас, товарищ полковник. Всего доброго. До связи, товарищ Ривер. Ну что ж, да, полковник, конечно, не в восторге, но нам нужно как-то выпустить пар. Да и запрещать я им не смогу ничего. Фрэнсис, вам пришли какие-то документы из УВБ. Спасибо, Хелен, оставьте на столе. Вот, документы из УВБ. Еще к вам посетитель. Он не представитель? Тьфу, он не представился? Представился товарищем Штрассером. Он, кажется, не местный. Штрассер? Это же один из моих преподавателей. Хелен, пригласи его, пожалуйста. Хорошо, Фрэнсис. И если кто не знает, у нас Хелен Шуры-Муры. Это я для англоязычных англоговорящих говорю. Ой. Здравствуйте, товарищ Штрассер. Очень рад встрече. Блин, Страшер, это, если кто не знал, это имя коммунистического революционера в Германии. Это имя именно его. Привет, Фрэнк, я тоже. Не ожидал вас здесь увидеть. Какими судьбами?
Сюда меня привело дело самоубийства Лесли Тернер. Она была заслуженным партийным работником и даже считалась потенциальной преемницей товарища Лейбовски. Но после того, как на его место назначили тебя, она купила веревку и мыло. Понятно. Вы всегда умели поддержать, товарищ Штрассер. Ха, правда? Глаза колет, да? Правда, глаза колет, да? Ладно, я не из-за этого пришел. Хотел увидеться со своим любимым выпускником. Что у меня язык... Я забалтываюсь. О. Рейн Коппер. Здравия желаю, товарищ Штрассер. Фрэнк, привет. Здравствуй, Рэй. Привет, дружище. Как у вас дела, товарищ Штрассер? Я слышал, вы по делу товарища Тернер? Да, пустая формальность, скучное дело. Ее приемная дочь утверждает, что Люси в последнее время сильно переживала из-за гонки за кресло главы горкома. Люди иногда просто сгорают, совсем как спички. Товарищ Штрассер, неужели вас потревожили на пенсии из-за такого пустяка? Мне самому было скучно сидеть дома без дела, но отвечая на твой вопрос, не поэтому. Мой коллега-следователь не так давно умер. Среди молодых не нашлось подходящих кандидатов. Вот мне и предложили занять его место. А вы и рады были, товарищ Штрассер. Да, был. Как говорится, партия сказала НАТО, а самист ответил есть. Странновато вы для Оранжевого союза молодежи. Тьфу, староваты вы для Оранжевого союза молодежи, товарищ Штрассер. Невежливо так говорить, Фрэнсис. Лучше расскажи, как тебе новая должность. Чувствую себя полезным. Правда, голова кругом от количества дел. Только думал, что совсем на сегодня закончил, как принесли что-то из УВБ. О, кажется, я знаю, куда ты клонишь, Фрэнк. Намекаешь, что для меня тут есть халтурка? Нет, товарищ Штрассер, я бы не хотел беспокоить вас своими проблемами. Не волнуйся, Фрэнсис, я буду рад помочь. Работа на благо трудового народа мне всегда в удовольствие. Если нужна будет моя помощь, обращайтесь. Фрэнсис, давай посмотрим, что тебе прислали из милиции. Надеюсь, там что-то интересное. О, дело 88.31 182. В период с 13.09.1988 по 16.02.1988 были выявлены 3 случая причинения горожанам насильственной смерти в городе Железный 1, имеющие общие черты. 13.09.1988. Убит Рудольф Рад. Дело то-то-то. Так, то-то-то. Убит Карл Фишер. Убит Арнольд Шнайдер. Я не буду говорить именно цифры, потому что это трата времени. Так. Объединены в дело то-то-то по причине схожего характера преступления. Дело то-то-то передано следователю Винифреду Локси. Следствие предполагает, что это работа серийного убийцы. Такой вывод был сделан на основе полученных данных. Все жертвы являлись партийными работниками из города Железный 1, а именно Рудольф Рад, Карл Фишер, Арнольд Шнайдер.
Жертвам были нанесены несовместимые с жизнью удары в области грудной клетки с использованием аналогичного орудия преступления – кухонный нож. Убийства были совершены в Басарском районе. Все преступления были зарегистрированы в вечернее время суток. Рядом с телами были обнаружены ювелирные изделия из меди, амулет, брошь, гребень для волос. Свидетелей происшествий обнаружено не было, а также отпечатков пальцев. Фотографии с места преступления прикладываются к данному документу. Следователь Йеннифред Локси. Арнольд Шнайдер. Ой. Карл Фишер. Что-то мне кажется, это реально инсургент. Не зря же только партийцев он убивает, ну или преимущественно партийцев. Ой, только нам маньяка тут не хватало. Вот серьезно, только бы маньяков еще не хватало мне. Прям в моем городе маньяков не хватало. Кухонным ножом удары в грудь. Ну и силища должна была быть у этого ублюдка. На фотографиях рядом с жертвами какие-то украшения. Интересно, может какое-то послание? Товарищ Штрассер, Фрэнк, я знаю одного из них. Тьфу. Товарищ Штрассер, Фрэнк, я знаю одного из них. Мне кажется, оно принадлежит моей подруге Элизабет Филлер. Ты уверен, Рэй? Мало ли похожие украшения. Элизабет как-то рассказывала мне, что это ручная работа. Думаю, она уникальна. Дело расследуем всего 5 минут, а уже есть зацепка. Ладно, вы поезжайте, поговорите с Элизабет, а я отправлюсь со всем этим в ОВБ. Заставлю их собрать побольше информации, найти подозреваемых, а то пока выходит какая-то ерунда. Договорились, товарищ Штрассер. У меня как раз рабочий день уже заканчивается. Рэй, подожди меня немного внизу, ладно? Я скоро спущусь. Без проблем. Что ж, удачи вам. До свидания, Фрэнсис. До свидания, товарищ Штрассер. Рад был вас увидеть. Ну что ж, вот он еще один дополнительный персонаж. Еще, блин, учитель. Вот повезло. Мир тесен, как говорится. Ну что ж, со всеми делами мы разобрались. Даже поддержку получили в 2 районах. И поддержку в партии увеличили. Но потратили 6 рублей. Ну что ж тут поделать? 6000, если быть точным. Ну да ладно. Кто хочет, так и называет именно деньги. Позвонила Элизабет, пока тебя не дожидались. Она сейчас у своей подруги Анны Тернер. Да, она дочь Лесли. Поедем на моей машине. И почему это у главы горкома нет автомобиля, а у тебя есть? Потому что у тебя есть личный водитель, умник. Меньше слов, больше дела. Пошли! Привет, Лиз, Анна. Примите наши с товарищем Рейаном соболезнования. Спасибо, Рейан. Товарищ Ривер, очень приятно, что сам глава горкома обеспокоен такими вещами. Честно говоря, товарищ Тернер, мы здесь не только по этой причине. Мы узнали, что у Элизабет пропало какое-то украшение и хотели поговорить с ней об этом.
Нет, нет, ничего не пропало, когда мы узнали, что... Лесли? Тише, дорогая, не плачь. Когда Лесли не стало, мы решили отдать Анне украшения, которые ей мать когда-то нам подарила. Мы же учились на отлично. А я нашла скупщика и продала ему эти украшения. Я знаю, это незаконно, но я должна была похоронить мать. Вы ведь знаете, что делают с телами, когда родственники не могут их забрать. Анна, не стоит этого делать. Все-таки эти украшения сделал отец Лесли. Да, и мы могли бы помочь деньгами. Лиззи, мы это уже обсуждали. Я ценю вашу заботу, но я сама могу позаботиться о себе и о своей матери. У меня хватит сил. Ты и правда самая сильная женщина из всех, кого я знаю, Анна. По-настоящему сильная. Но продала и продала. Это выбор Анны. Не нам судить, да, Фрэнк? Твоя правда. Рэй, извините, что побеспокоили. Спасибо за помощь, товарищ Тернер. Может, стоит прижать этого скупщика? Не стоит. Это наверняка кто-то из моих информаторов. А под них копать мне не с руки. Привыкай. Не знаю, получится ли, но как скажешь. Воскресенье, 18 сентября. Ну что ж, опять работа, опять работать. Что, опять работать? Ладно, давайте. Главе горкома ЖС-01 товарищу Фрэнсису Риверу. Сообщение под грифом «Совершенно секретно». Товарищ градоначальник, вы можете не поверить мне, но силы мирового империализма атаковали меня, вашего самого преданного агента. Это действительно может показаться невероятным, но их диссидент высадился прямо у меня во дворе. Криминальный летальный объект капиталистов посреди ночи оказался в моем дворе по адресу улица Литейная, дом 17. По всей видимости, они хотели выкрасть меня и использовать для своих живодерских проимперских экспериментов. Не волнуйтесь за меня, дорогой товарищ Ривер, я дал им достойный отпор. И теперь нахожусь в безопасном месте. На конспиративной квартире. Больше того, я видел, что Кло улетел в сторону леса, на юг города. Скорее отправьте вашу доблестную милицию на их поиски. Остановим вместе проклятых слуг капитала. Вместе поборем богов жадности, которым они поклоняются. Ваш товарищ Альвин Медстейн. У контрреволюционеров есть летательные аппараты? Срочно поднять всех. Почему мне до сих пор приносят письма этого сумасшедшего? Честно,
Я не знаю, поддерживать или нет. Это трата денег, а у меня сейчас вообще на такой денег нет. Я не знаю. Ладно, оставим. Возможно, я все-таки соглашусь, потому что, как я помню, если поддержать его, то мне дадут именно... Ой, прошу прощения. Мне дадут поддержку партии. Здравствуйте, товарищ Ривер. Совсем недавно я навещал могилу покойной бабули. Честно сказать, с кладбищем все довольно плохо. Не в том смысле, что за ним плохо ухаживают. Нет. Скорее оно перегружено закопанными телами сверх меры. Понимаю, звучит забавно. Погост, видите ли, полон трупов. Да ведь так и задумывал. Да, ведь так и задумано. Но нет. Места действительно очень мало. Новые могилы приходится копать совсем рядом с дорогой. Поэтому я прошу вас, позаботьтесь о расширении городского кладбища, например, поручив это дело муниципальным службам. Очень надеюсь, что вы не оставите все как есть. Блин, это слишком дорого. 9000 отдавать, это слишком много. 15 тысяч. Здравствуйте, товарищ Ривер. Я предлагаю рассмотреть вам... как мне кажется, очень нужную нашему городу инициативу. Сейчас для регистрации частного предприятия нужно собрать целую горы бумаг. Справиться с этим самостоятельно способны долой не все. Я работаю бухгалтером на заводе, и товарищ неоднократно просил меня помочь им с оформлением документов. После очередной просьбы мне в голову пришла интересная мысль. Я знаю сразу несколько отличных работников моего профиля, которые недавно вышли на пенсию или скоро это сделают. Почему бы не создать специальную службу, которая будет помогать людям правильно оформлять документы? Если вас заинтересует эта идея, то я пришлю все необходимые контакты следующим же письмом. Блин, 15 тысяч это слишком много. Честно говоря, даже кладбище будет выгоднее, чем тратить деньги на это. Конечно, это хорошо, но дорого, блин. Мой внутренний еврей это не любит. Товарищ Ривер, только представьте, в музее Великой Оранжевой революции прорвало трубу. Разумеется, обычно мы решаем такие проблемы и без вмешательства главы городского комитета, но сейчас мы наткнулись на мерзкое бюрократическое препятствие. Администрация музея не может впустить наших работников на территорию особо важного культурного объекта без вашего официального разрешения. Искренне прошу у вас прощения за то, что отвлекаю по такой мелочи от работы. С уважением, Жанна Киплер. Разумеется, чините трубу, блин. Это я 100% согласен. Вы дали разрешение на проведение ремонтных работ. Рабочие комитета жизнеобеспечения быстро устранили неполадку. Однако в ходе ремонта из музея пропал дневник самого товарища Вольфрама. Приложив все усилия, вы смогли остановить утечку информации о пропаже и заменили экспонат копией. Блин, вот заразы. Но, блин, как бы не очень приятно, что на месте, куда будут приходить люди, это, блин, еще и музей всей нашей революции, точнее, названный именем нашей революции. Блин, будет прорвана труба, и все будут это видеть. Лучше так, чем никак. Все равно люди не поймут, что это копия.
Товарищ Ривер, в последние несколько дней нам поступают удивительно много ложных вызовов. К счастью, пока ничего плохого из-за этого не произошло. Но ведь когда-нибудь бригада отправится на выдуманный пожар, не успев из-за этого на пожар настоящий. Поэтому я прошу вас привлечь ОВБ или, чем черт не шутит, политический отдел, чтобы специалисты выследили и наказали тех, кто развлекается за счет безопасности трудящихся. С уважением, подполковник Сильверст Байер, глава городского пожарного комитета. Ну, давайте политическому отделу или... Ну, давайте Рейну. Действительно, вашему другу не составило труда найти. Им оказался 15-летний подросток по имени Артур Драй. Оперативники Копера провели с парнем жесткую воспитательную беседу, а на семью наложили большой штраф. Вы гадаете, досталось ли Драю ремня, или родителей слишком сильно напугал визит политических? Ну а что? Это реально это прям пипец как ужасно, честно говоря. Потому что, ну, серьезно, это ведь реально может произойти, что, блин, пожарные поедут на вызов, а там бац, и это ложный, а там где-то в другом месте пожар. Это же очень опасно, и люди могут пострадать. И это все, конечно же, ко мне пойдет. Меня зовут Тиль Рунге. Я представляю неформальное объединение жителей Железного-1, занимающихся искусством. Среди нас есть начинающие писатели, молодые художники и подающие надежды музыканты. Так получилось, что в наших скромных рядах больше всего живописцев. Сознаюсь, в их число вхожу и я сам. За 2 года деятельности объединения мы накопили приличное количество работ. Многие из них, на мой взгляд, ничуть не уступают общепризнанным шедеврам ком-арта. Увы, нам очень трудно добиться академического признания. Массистые художники из столичных университетов не очень-то жалуют молодых и голодных, конечно, в переносном смысле, конкурентов. Не лучшим способом сказывается и отсутствие формального образования у некоторых из наших художников, как будто это имеет какое-то значение. Я вот считаю, что мой товарищ Каспер Гройс пишет картины гораздо интереснее доброй половины членов Союза художников. И плевать, что вместо учебы в училище он служил пограничником, а сейчас вынужден подрабатывать сторожем. Но сегодня замшелые посредственности занимают целые выставочные залы, в то время как настоящие творцы годами прозябают в безвестности. Мы не жалуемся, о нет, мы готовы выгрызать себе место в истории мирового искусства. Откладывая гроши с наших и без того жалких зарплат, мы почти сумели накопить деньги для аренды помещений и найма подсобных рабочих. Все, что нужно, это крохотный толчок и разрешение на проведение выставки.
Вам, товарищ Ривер, достаточно сделать один звонок, поставить единственную подпись, и вы спасете зарождающуюся художественную школу, которую будут изучать в университетах наши потомки. С уважением, Тиль Рунге. Так. Похвальный энтузиазм, да и лишнее культурное мероприятие городу. Похвальный энтузиазм, да и лишнее культурное мероприятие городу не помешает. Пусть выставляют свое творчество, если хотят, но денег не дам. Какой скромный молодой человек с абсолютно адекватной самооценкой. Отклонено. Честно, ну тут подумаю тоже, но скорее всего я дам деньги им только на разрешение, но не больше. А вот Шахтерскому району придется помочь. Блин, надо посмотреть потом на поддержку. Я сейчас гляну на поддержку и подумаю, кому помогать. Подожди. Сколько там стоит? Можно вообще по 3000 выделить, это 6000 будет. Как раз таки одно это решение. А с остальным что делать, я уже не знаю. Будем думать. Так, давайте, Шахтерский район. Товарищ Ривер, временные трудности, вызванные интенсивным обновлением общества, пробуждают в людях низменные стремления. Так ОВБ все чаще регистрирует случаи бессмысленного вандализма. И мы считаем, что не имеем морального права оставаться в стороне. Наш комитет «Даешь красивый железный один» сформировал список инициатив, применение которых поможет переломить ситуацию. Мы предлагаем рекомендовать судам ужесточить наказание за соответствующее преступление, организовать серию лекций о вреде вандализма под названием «Наш милый общий дом», обеспечить добровольное дежурство граждан в районах наибольшего риска. С глубоким уважением, Дора Хальваген, председатель городского комитета «Даешь красивый железный один». Вот красивый город, это красиво, я согласен. Дора кто? Хотя нет, не хочу знать. Честно, я помогу ей. Вот это мне нравится. Надо, а то вандализм очень надоел. Из-за вандализма как раз таки еще и страдают медицинские учреждения, где, буквально воруют провода. Из-за этого там электричество отключается. Это пипец ужасно. Из-за этого лучше ужесточить наказание за это преступление. Вы с энтузиазмом восприняли предложение товарища Хальваген. Конечно, удалось воплотить не все предложенные инициативы, но акты вандализма действительно стали происходить реже. Вот так хорошо. Мы помогли еще и этому. А вот Вольфрамскую я помогу только на 30 тысяч. Останется только подумать над остальным. Вот. Вы разрешили проведение выставки, но отказались ее финансировать. В результате художникам пришлось самостоятельно восполнять недостаток средств. А выставка открылась с опозданием и пока не привлекает особенного внимания. В знак протеста художники отказались убирать помещение. Это придется делать муниципальным служащим. Вот вы собаки. И какого фига надо было вообще не давать им, они 6000 хотят, чтобы я им отдал. Сорян, но я откажусь. То есть мы должны делать чужую работу за счет нашего бюджета? Вот еще. Нет, отказываемся. Вы отказались создавать дополнительную службу. Горожане продолжают мучиться с документами и поминать власти недобрым словом. Простите, но это ваши проблемы, если вы не можете заполнить документы. Извините. Вот тут что делать?
Вот, давайте это. Вы настойчиво попросили Хелен о том, чтобы она больше не приносила вам письма городских сумасшедших. Это точно. А вот тут с бабулей. А вот что делать с бабулей? У меня с бюджетом вообще проблемы. А вот что делать? Что делать? Денег нет. Я потратил уже 6000. Ой. Ай, блин, мне жаль человека. Блин. Там проблемы с кладбищем, серьезно. Там сжигать трупы придется тогда. Трупы придется сжигать, потому что мы не можем найти место для того, чтобы их захоронить. И что делать? Ладно, давайте так и сделаем. Муниципальные службы в ближайшее время муниципальные службы займутся кладбищем. Похоже, что некоторых покойников придется перезахоронить, но вряд ли те будут жаловаться. Ладно, что ж поделать, мне пришлось потратить деньги. А вот теперь мы будем вот эти вот задания делать, которые нам... Типография, вот, проблемы с типографией. Агент подловил Кевина Броуди в темном переулке и попытался преподать ему урок хороших манер. К несчастью, у агента не получилось. Такое случается, если вам нельзя поручить даже самое простое дело. Вам нельзя поручить даже самое простое дело. Так ведь, товарищ Ривер? Не беспокойтесь, партия умеет делать выводы. Про Броуди им займутся другие. Блин, получил я выговор. Подожди, а у меня уменьшилась поддержка партии? В областной комитет поступила информация о заявке на проведение митинга, поданной профсоюзом Железного 1. Одним из подписантов был товарищ Рене Бавуар, второй секретарь Джека Рида. Этот человек вступил в профсоюз полгода назад по нашему поручению. Поначалу Бавуар исправно передавал нам важные сведения, но примерно месяц назад перестал выходить на связь. Его подпись на заявке также стала для нас новостью. Вам следует разобраться с ситуацией, выяснив мотивы Бавуара и его текущую позицию. Кажется, нам не помешает немного вандализма. Выбьем Бавуару дверь и узнаем, куда он побежит за помощью. Присмотримся к его повседневному поведению, что-нибудь да узнаем. Зачем переусложнять? Просто поговорим с этим человеком. А вот тут вот у меня думка. Теперь надо думать. Честно, выбивать ему зубы сразу выкидываем, потому что уже пробовали, это глупо. Он легко может пожаловаться Рейну, и тогда Рейн точно будет не в восторге от таких действий со стороны меня. Что делать с остальными? Вот с этим всем. Что делать? Ну, поведению можно, а вот говорить с ним, он не хочет иметь с нами дело. Он пытается скрываться. И очень маловероятно, что он захочет разговаривать с кем-нибудь. Он может легко догадаться, что, например, если я пошлю к нему вот эту вот Кэтрин Хирш пошлю ему, хоть она и хорошо умеет разговаривать, но я боюсь, что это не поможет. И она не справится. Из-за этого давайте лучше полицейского отправим. Он последит за ним, он все-таки... Он хороший сыщик, он полицейский, он должен справиться. Я боюсь, что я сейчас могу снова проиграть и выбрать не тот вариант, но что поделаешь. Если уж я проиграю эту партию и выйду на плохую концовку, что поделаешь. Фрэнсис, я принесла вам чай. Хелен, я ведь даже не просил. Да и я и не особо занят сегодня для такой заботы.
Дело в том, что у меня точно такая же проблема, и я решила занять себя приготовлением чая. Но не волнуйтесь, я и себе чай сделала. Ну, раз нам обоим нечем заняться, может, составим друг другу компанию? Это еще почему же? Я все хотел спросить, как там получилось, что юная выпускница университета сразу же получила работу секретаря главы горкома. Тьфу, как так получилось, что юная выпускница университета сразу же получила работу секретаря главы горкома? Все очень просто, Фрэнсис. Мой отец был хорошим другом товарища Лейбовски. Вот мне и дали удачно освободившуюся должность. Так и знала, что ты непростая девушка, Хелен. Да ладно вам. На самом деле я самая обычная. А твой отец работает где-то в администрации? Может, я с ним сталкивался? Боюсь, что не сталкивались, Фрэнсис. Он умер 1,5 года назад. Рак. Прости, Хелен. Не за что извиняться, Фрэнсис. Вы не могли знать. Он бы тоже не обиделся. Он был добрым человеком. Вы были дружны? Даже очень. Постоянно куда-то выбирались, катались на лодке, по озеру ходили в лес с палатками, зимой на горных лыжах. Было замечательно. Звучит здорово. А расскажите про свое детство, Фрэнсис. Нечего рассказать. Обычное детство городского ребенка, родители вечно на работе. Не сказал бы, что за все время мы стали хоть сколько-то дружны. Я рос сам по себе. Из развлечений были только игры во дворе. Да и лагерь оранжевых скаутов раз в год. Довольно скучно и бессмысленно, как и у большинства. Ни лодок с озерами, ни горных лыж. Зато смотрите, как все изменилось сейчас. Уверена, что все самое интересное у вас еще впереди. Видимо. А знаете, скоро зима. Я бы могла вас научить кататься на горных лыжах. А то как это так? Человек, управляющий железным один, и никогда не катался по склонам оранжевого. Это же единственное по-настоящему интересное занятие в нашем городе. Что ж, Хелен, по рукам. Обязательно покатаемся. Кстати говоря, мы проговорили довольно долго. Кажется, и рабочий день успел закончиться. Может проводить тебя до дома? Я думаю, что пока не стоит. Пока? Я имею в виду, что за окном светло, но зима близко, и темнеть будет все раньше. Хорошо, Хелен, я тебя понял. В таком случае до завтра? До завтра. Ох, прям приятно наблюдать за этими отношениями. Фрэнсис, к вам посетители. Товарищ Штрассер и Копер. Пропусти их, пожалуйста. Такс. О. И Копер. Да? Да. Ну или Рейн. Сокращенно. Такс. Здравствуй, Фрэнсис. Здравствуйте, товарищ Штрассер. Привет, Рэй. Привет, Фрэнк. Мы принесли документы из УВБ. Ты бы только знал, какие олухи там работают. Пришлось их всех гонять туда-сюда, чуть ли не криками. Благо начальник, товарищ Честер, показал мне человеком благоразумным, пусть и неприятным. Это потому, что не стал мешать вам приказывать его подчиненным. То, что он приказал... Тьфу, то, что он признал мою компетентность, говорит о его благоразумии, Фрэнсис. Но мы тут не о нем собирались говорить. Лучше почитай, что им удалось собрать. О, дело. Так. Очень много приложений прям. И как раз таки тут мы и остановимся, честно говоря, потому что уже время
много прошло, и мы уже в следующей серии разберем это дело и узнаем, что же происходит. И мне это, честно, очень не нравится. Нам еще не хватало маньяка. Вот тебе и маньяк, который еще и убивает только госслужащих. Депутатов, если можно так назвать. Это очень плохо, потому что он может убить и нас. Но будем надеяться, этого не произойдет. Ну что ж, сразу попрошу, подпишитесь и поставьте лайк, если вам понравилось. И комментарий напишите с предложением игры или своим мнением. Я буду рад с вами пообщаться и узнать все-таки, что бы вы хотели изменить. Ну и делитесь видео в социальных сетях, если хотите. В мой Discord сервер заходите. Буду рад видеть новых членов нашей небольшой семьи. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.